Задача об атоме водорода является фундаментальной задачей с точки зрения квантовой теории, потому что фактически объясняет и позволяет объяснить свойства многоэлектронных атомов, которые в том числе могут быть использованы для квантовых информационных систем. Собственно, атом водорода – это простейший объект, состоящий из одного протона, из одного электрона. Но, однако, в силу того, что масса протона приблизительно в 2000 раз больше, чем масса электрона, то в первом приближении можно эту задачу поставить как движение или локализация электрона около положительно заряженного центра, если систему координат связать с началом протона. Тогда по идеологии квантовой теории возникает задача описания одной частицы в кулоновском поле, фактически в кулоновском поле протона. При этом оператор Гамильтона, конечно, является суммой операторов кинетической потенциальной энергии, а потенциальная энергия притяжения вот этого электрона к кулоновскому центру, к протону, определяется стандартно, хорошо известным выражением из электродинамики. В силу того, что оператор Гамильтона не зависит от времени, решение уравнения, квантово-механического уравнения Шрёдингера в координатном представлении будет иметь вид структуры стандартного решения для стационарных состояний, когда волновая функция может быть представлена в виде произведения функции, зависящей от координат, умножить на стандартный экспоненциальный множитель в зависимости от времени. Формальное решение, которое необходимо найти, определяется на вид очень простым уравнением. Это уравнение имеет вот такой следующий вид и является уравнением на собственное значение и собственные функции, пространственные функции оператора Гамильтона. Если нарисовать график зависимости этой потенциальной энергии как функции от координаты, то видно, что, по сути дела, речь идет о движении или локализации частицы внутри вот такой некоторой ямы. С одной стороны, это ограничено точкой равная 0, а с другой стороны, вот значением потенциальной функции. Это выражение, которое здесь вот приведено как в связи с тем, что потенциальная энергия на бесконечности 0, приводит к необходимости возникновения здесь величины 0 в обозначении, но по сути дела это 0 – это начало отсчета, которое связано с масской покоя частицы, то есть это по сути дела МС квадрат. А вот эти связанные состояния – это состояние, меньше с энергией, чем МС квадрат, и они образуют дискретный спектр энергии, тут вот может быть набор. А при значении энергии больше, чем МС квадрат, непрерывный спектр. Непрерывный спектр – это просто движение электрона около протона, но не связанного состояния электрона около протона. Решение вот этого уравнения формально кажется, так сказать, не очень сложным, хотя на самом деле техническая часть требует очень значительных, так сказать, рассуждений и преобразований. В силу того, что сама эта система, которая теперь рассматривается сферически симметрично, то есть потенциальная функция зависит только от модуля расстояния, то ясно, что данное уравнение нужно решать, наиболее удобно, конечно, решать. Решать можно в любой системе координат, но наиболее удобно для того, чтобы сохранить вот это свойство сферической симметрии, именно вот в этой сферической системе координат. Отсюда возникают некоторые технические проблемы, в силу того, что оператор надо написать в сферической системе координат. И эта сферическая система координат сама по себе определяется набором переменных, которые включают в себя модуль радиуса вектора до точки наблюдения, угол между радиусом вектором и осью z, и вот этот угол, который возникает как проекция радиуса вектора на плоскость xy. Связь этих координат хорошо, конечно, известна, комментировать ее не буду, но тогда, учитывая эти свойства этих операторов в сферической системе координат, ясно, что
оператор Набла-квадрат будет представлен вот таким вот образом, где значит, есть некоторый оператор, который зависит только от угловых переменных, и оператор, который зависит только от радиальной переменной. Ну вот необходимо подчеркнуть, что вот этот оператор L, он связан напрямую с оператором момента импульса. Квадрат оператора момента импульса, если его переписать через переменные сферической системы координат, имеет хорошо известное выражение. Значит, и можно поставить задачу на нахождение собственных функций и собственных значений оператора квадрата момента импульса. Ну и вот если это уравнение явным образом записать с учетом свойства вида оператора квадрата момента импульса, то нетрудно увидеть, что вот это собственное значение оператора квадрата момента импульса и уравнение это, решением этого уравнения является так называемая сферическая функция. То есть когда вот это вот число лямбда квадрат может принимать только значение равное L на L плюс единица, где это хорошо известное уравнение для сферической функции имеется в виду, что вот пытающийся решать соответствующее уравнение знает, ну, вот, свойства сферической функции тоже, значит, в этом смысле известно, что она зависит от целого числа L, которое может принимать значение 0, 1, 2 и так далее, и вот некоторого числа m, которое лежит вот в этом диапазоне при фиксированном L. Ну, детали, если кому-то это нужно, вот можно, например, посмотреть в этой книге. Ну, если кому-то уж очень, конечно, интересно, вот тут приведено для справки, как этот оператор момента импульса выглядит в сферической системе координат. Вот его проекции Lx, Ly и Lz через угловые переменные, θ и φ сферической системы координат выглядит так. Поэтому квадрат вот этого оператора момента импульса и был представлен в том виде, который вам там раньше был записан на предыдущем слайде. Ну, здесь дальше еще, конечно, можно установить, что квадрат оператора момента импульса коммутирует с любой из проекций, но в том числе и вот с этой проекцией на ось z. Так вот, свойства сферических функций означают, что квадрат момента импульса при действии квадрата момента импульса на вот эту сферическую функцию, собственное число возникает такого вот вида, и функция остается без изменения. А действие оператора момента импульса проекции его на ось z выражается вот таким вот соотношением. И эти функции ортонормированы. То есть они при интегрировании по всем этим углам, они, значит, обладают таким свойством, что эти вот, если индексы эти одинаковые, то это единица, а если индексы хотя бы один отличается, то этот интеграл равен нулю, ортогональный. Явный вид этих функций, конечно, всем хорошо известен, можно в справочником его найти. Например, функция вот с индексами 0, 0 будет иметь такой вид, функция с индексами 1, 0 будет просто косинус, функция с индексами 1 плюс-минус 1 является, в общем, комплексной, и вот здесь добавляется еще вот эта экспонента и синус, который здесь возникает. Теперь я все-таки вернусь к задаче об атоме водорода. Уравнение, которое нам требуется решить, имеет вид вот такой. И вот эти комментарии про этот оператор Набла-квадрат, значит, вам сейчас показаны. Это означает, что структура вот этой функции тоже, вообще говоря, понятна. Она будет содержать функцию, зависящую от радиальной переменной, и функцию, зависящую от угловой переменной. Но, кроме того, нам нужно иметь в виду, что даже не решая вот эти уравнения, то с учетом определений вот этих квантовых интегралов движения, которые вытекают из правила дифференцирования любого оператора по времени. Значит, и вот эти квантовые интегралы движения, они могут быть определены при известном виде оператора Гамильтона. Ну и нетрудно тут сообразить, что, конечно, оператор Гамильтона сам с собой коммутирует, и он не зависит от времени, поэтому его полная производная 0. То есть энергия есть квантовый интеграл движения. Аналогично квадрат момента импульса. Не зависит от времени, коммутирует с оператором Гамильтона и, следовательно, тоже является квантовым интегралом движения. Аналогично для проекции момента импульса на ось z. Других операторов, построенных из импульса, координат,
не существует, которые коммутируют с оператором Гамильтона. И в этом смысле мы из принципов квантовой механики знаем, что вот этот вот набор переменных энергия, квадрат момента импульса и проекция момента импульса определяет квантовое состояние вот этого электрона. Это даже не решая вот это уравнение, однозначно можно об этом говорить. Но давайте сначала напишем просто результат решения соответствующей задачи. Комментарий о том, как это решение получается, в конце будет приведено, и если кому-то это будет интересно, все эти детали смотреть, то это можно будет с этим познакомиться. Значит, так, это вот результат рассуждений о том, что есть зависимость от угловых переменных и от радиальной переменной, означает, что функцию мы ищем вот в таком вот виде, где значит, вот эта сферическая функция уже известна. При этом, значит, в результате решения видно, что волновая функция зависит от трех квантовых чисел, которые называются главное квантовое число, орбитальное квантовое число и магнитное квантовое число. При этом главное квантовое число, оно связано с энергией, вот таким соотношением. То есть, зная главное квантовое число, однозначно определяется энергия соответствующего состояния. А вот орбитальное квантовое число по решению, которое будет еще обсуждено, почему так, вот это орбитальное квантовое число является числом, которое может принимать значение целых чисел от 0 до n минус единиц. А при фиксированном L по свойствам вот этой сферической функции m принимает такие значения, является, значит, проекцией момента импульса. Значит, одним словом, n это определяет энергию, L определяет квадрат момента импульса, а m это проекция момента импульса на ось z. Но при решении там получится, о чем будет явно показано, почему, как это будет сделано. Значит, вот выражение для энергии определяться будет выражением e квадрат на А0, где вот этот параметр А0 формируется из фундаментальных констант и, по сути дела, является так называемым боровским радиусом. А вот радиальная часть, она имеет такую достаточно сложную структуру. Значит, ну, некоторый нормировочный коэффициент на переменную ρ, которая является отношением просто r к 0, и вот некоторая функция, которая называется гипергеометрической функцией, выраженной гипергеометрической функцией экспонента. Вот такая сложная структура, при этом нормировочный коэффициент выражается из условия того, что интеграл от функции ψ со звездочкой на ψ должен быть равен единице, значит, в любом состоянии, то вот найти можно, что интеграл, нормировочный коэффициент определяется таким вот выражением. Он связан только, как видно, с этими квантовыми числами, так, где переменная ρ, вот здесь, вот это переменная, которая определяется как 2r, деленное на n на 0, где r это, соответственно, вот эта вот переменная, которая здесь представлена. Ну, некоторые слова просто про вот эту вот функцию, вырожденную гипергеометрическую функцию. Это вот такой ряд, формально бесконечный ряд, который зависит как бы от двух параметров и вот от некоторой переменной. Ну, хотя и а, и b, конечно, тоже являются переменными для соответствующей функции. И определяется этот ряд вот таким формальным разложением, которое видно, как легко образуется. Значит, первый нулевой член при k равном 0 единица, потом, значит, вот эти вот параметры этой функции а на b, на единицу на 1 факториал умножить на x, и дальше степени x возрастают, а соответствующие выражения в числителе и в знаменателе явным образом появляются, как вот представленные здесь слагаемые. Удобно ввести параметр, который называется символом Пах-Гаммера, который выражается через гамма-функцию вот таким вот образом. Но при этом гамма-функция – это функция, которая удовлетворяет вот такому соотношению. Но вот это вот формальный результат решения здесь представлен. Ну вот основная информация, тем не менее, из этого результата, как будет выглядеть. Ну, что волновая функция представляется в виде произведения, энергия определяется вот таким вот общим выражением. При этом вот этот вот множитель e квадрат на А0 может быть выражен в разных системах единиц измерения энергии. Наиболее удобным является электроновольты.
Ну и тогда видно, что при n равном единице возникает вот это основное состояние атома водорода, а более высокие состояния лежат вот выше, ну, приблизительно 10 электрон-вольт и сгущаются до вот этого состояния непрерывного спектра. Это что означает сгущается? Вы передаете энергию значит, этому электрону, и вот он может попасть или в это состояние, или в это состояние, и так далее, и в конце концов оторваться, например, от водорода и улететь уже в состояние непрерывного спектра. То есть вот энергия, которая требуется для того, чтобы оторвать электрон, ну, приблизительно 13 электронов-вольт. 13 электронов-вольт. Диапазон энергии, в котором лежат как бы все уровни энергии, кроме основного, ну вот порядка всего лишь навсего 3,5 электрон-вольт. То есть, если вот говорить о квантовых переходах между вот этими состояниями, то в результате будут появляться кванты электромагнитного поля, лежащие в оптическом диапазоне. Но если в высоколежащем состоянии, то там в радиодиапазоне. А переходы вот в это состояние, это, конечно, уже ультрафиолетовое излучение, вакуумное ультрафиолетовое излучение, невидимый спектр на положение линии, на фотографии, которые здесь есть. Но при этом L, еще раз повторяю, вот определяется таким вот образом. Орбитальное квантовое число называется магнитное квантовое число, определяется таким выражением, как уже было прокомментировано на предыдущем решении. Теперь вот эти вот решения формально удобно использовать в рамках такого формального определения спектроскопических обозначений. Значит, вот имеется в виду, что состояние с n равным единице, которое означает, что это вот основное состояние, при этом, значит, орбитальное квантовое число равняется нулю, и, естественно, что и магнитное квантовое число равняется нулю. Так вот, следующее состояние у нас с главным квантовым числом n равная двойка, следующее там тройка и так далее до вот этого бесконечного числа сгущенных вот этих уровней, которые в конце концов переходят в этот непрерывный спектр. Спектроскопические обозначения предполагают такую символику обозначения, что перечисление главного квантового числа и орбитального квантового числа задает конфигурацию. Но орбитальное квантовое число обозначается не цифрами, как следует из квантовой теории, а буквами, как это, вообще говоря, оказалось удобно было принято при начальных исследованиях спектров атома, когда про квантовую теорию ничего не было еще, по сути дела, известно. А магнитного квантового числа в обозначениях нет, вот этой вот конфигурации, так называемой. Поэтому, если использовать вот эти вот стандартные спектроскопические обозначения, то мы должны говорить, что вот это основное состояние, это 1s, состояние, вот перечисления n и l. Для состояния, соответственно, этого имеется только одна единственная функция, вот не функция с индексом 100, а функция с индексами вот этих вот значений квантовых чисел n, l и m. А для состояния с n равное 2, ну, в силу того, что L может принимать значение и 0, или единица, то есть это будет в буквенных обозначениях по L, S и P, ну, то есть вот эти 2S и 2P состояния, которые с точки зрения решения в данном случае вырождены, эти вот состояния все, их 4. Чем они отличаются, 4? Ну вот это у нас состояние 2S, а вот это вот 3 состояния 2P, которые отличаются заданием магнитного квантового числа, чего нет в перечислении атомной спектроскопии, в обычной спектроскопии, когда задается только конфигурация. Ну, в силу того, что квантовая теория, конечно, более точно определила, что называть и что определять как состояние квантовое. Ну и если продолжать этот процесс, то, конечно, для n равное тройке будет уже, соответственно, одно 3s состояние, 3p состояние, 5 3d состояние. То есть всего 9 состояний. Значит, тут вот одна различная функция, тут 4 различные функции, тут 9. Ну, видно, что это, вообще говоря, как бы определяется как квадрат главного квантового числа, и легко это сосчитать, количество, степень вырождения. Значит, у нас возможное значение m, число их 2L плюс единица, соответственно, 0, плюс-минус 1, плюс-минус 2 и так далее, да, до плюс-минус L. Значит, поэтому 2L плюс единица. А само L принимает значение от 0 до n минус 1. Но это арифметическая прогрессия, сумма которой легко определяется, дает вот этот вот результат.
Теперь вот давайте используем, скажем, решение, которое тут найдено, найдем вероятность найти электрон, например, в основном состоянии, внутри бесконечно малого объема. Ну, по квантовой теории, это квадрат модуля волновой функции умножить на, значит, элемент этого бесконечно малого объема. Учитывая, что эту функцию основного состояния, значит, мы в явном виде можем получить, исходя из явного вида и радиальной части, а угловая часть нам хорошо известна, значит, радиальная часть в силу того, что здесь у нас вот этот вот коэффициент у этой гипергеометрической функции вырожденный 0, то его просто нет, ρ в степени 0 это единица, значит, остается только одна фактически экспонента. Таким образом, радиальная часть вот имеет вот такой вот вид, радиальная часть функции основного состояния. Так, ну, явный вид n1, 0, можно, конечно, все там подсчитать, будет 2 деленное на 0 в степени 3 вторых, так. А функция y00 это, ну, константа, единица на корень 4π. Поэтому квадрат модуля этой функции определяется вот этим выражением, и теперь фактически будет определять вероятность найти электрон внутри вот этого бесконечно малого элемента с объемом dv. А если поставить более общую, более такую широкую задачу, когда мы проинтегрируем это выражение предыдущее по всем угловым переменным, тогда это получится как бы такой вот этот вот шарик будет пройдет вот все по этой сфере во всех точках, так, при интегрировании. И таким образом мы получаем фактически вероятность найти электрон внутри сферического слоя толщиной dr. Толщиной dr. Вот она, эта формула, которая здесь определена таким образом. Конечно, если квадрат проинтегрировать еще по r, это будет единица, безусловно, в силу того, что функция нормирована. Так, для примера это приведен здесь этот интеграл. А вот что это означает теперь, то, что мы нашли? Значит, вот эту вероятность нахождения электрона внутри вот этого сферического слоя. Ну вот это означает следующее, что если нам эту график этой функции построить, то этот график будет вот представлен этой вот зеленой этой линией. Причем радиальная эта часть функции, конечно, вот это r1,0, это экспоненциально затухающая функция, но вот из-за этого r квадрат, соответственно, у нас будет есть некоторая еще функция растущая, параболическая, да, и, следовательно, сама вот эта вот плотность вероятности, то есть dp, деленная на dr, она будет иметь некоторый максимум. Этот максимум, кстати, приходится ровно на боровский радиус. Ровно. Но при этом, тем не менее, видно, что эта функция не равна нулю нигде. В любой точке пространства мы формально можем найти этот электрон, находящийся в основном состоянии. Ну, если графически этот, скажем, вот эту вероятность этого слоя попытаться рисовать, но можно будет вот так нарисовать. Если смотреть на эту картинку сверху, то, значит, вот это означает, что электрон около ядра где-то вот на расстоянии боровского радиуса с наибольшей вероятностью находится и с наименьшей вероятностью на расстояниях других по отношению к этому ядру. Ну, среднее значение, конечно, можно сосчитать. Кстати, оно равно всего лишь навсего 3 вторых, а нулевое. И вот уже возникают некоторые специальные рассуждения по поводу того, где находится, собственно, этот электрон, когда мы его пытаемся как бы определить в этой системе. Ну, по сути дела, в любой точке пространства. Если все то же самое нарисовать для состояния, скажем, 2s, для возбужденного состояния, ну, кому интересно, вот эти формулы тут представлены, значит, вот эта красная кривая как раз и будет определять вот эту вот плотность, сферическую плотность сферического слоя, найти электрон внутри вот этого сферического слоя. Зеленая линия – это сама волновая функция вот для этого 2s состояния. Аналогичную картинку можно и для 2p состояния нарисовать и привести. Все здесь это красная линия, это вот вероятность нахождения электрона в этом сферическом слое на расстоянии r от ядра. Такие же картинки, конечно, можно рисовать для любых состояний, но для примера вот тут вот и приведены примеры для n равное 3. Вот продолжать можно до бесконечности, вообще говоря, эти упражнения. Теперь некоторые комментарии придется сказать, потому что
я как обещал, что будет показано все-таки, как же находится решение. То есть мы же обсуждаем только как бы факт того, что решение было вот такое, да, а как она находится. И там мелькала вот эта вырожденная гипергеометрическая функция. По сути дела, вырожденная гипергеометрическая функция, повторяю, это есть ряд, вот, который определяется по следующему правилу, так, как здесь записано. Ну, если кому-то очень интересно, можно вот это реализовать такую на питоне, например, это вычисление этого ряда, где вот это параметры А, Б этого ряда, это переменная x, а вот это точность того ряда, с которой вы хотите вычислять этот параметр. Ну, вот эта программка будет, конечно, вычислять любую функцию с той точностью, которую вы хотите. Главное для нас сейчас следующее, что сама вот эта функция удовлетворяет вот такому дифференциальному уравнению. Значит, где А – это вот, а Б – это вот здесь, в этом уравнении. Ну, вот это для факта. При этом, конечно, при разных значениях вот этих параметров А и Б этот ряд может превращаться в хорошо известные функции. Например, если вот эти А равно Б, то это просто экспоненты. Значит, если кроме того, много свойств установлены для вот этой функции. Ну, например, вот такое вот. И ну, еще для справки, так сказать, вот эта вот функция при условии, если здесь это целое отрицательное число, вот этот первый параметр у этой вырожденной гипергеометрической функции, то это полином Лежандры, полином Лагера, прошу прощения. Значит, ну, теперь вот это вот все-таки, как же получено это решение? Ну, вот детали, я тут быстро их покажу, просто кому это интересно, вы можете наблюдать за этим. Значит, тогда, значит, вот решается вот уравнение в таком виде, и радиальная часть подставляется, выбирается вместо радиальной функции вот такое отношение f к r. Тогда, ну, подставляя уравнение, там, с учетом того, тех производных по радиальным переменам, как было написано, уравнение будет иметь вот такой вот вид теперь уже для вот этой функции f. Значит, и, ну, если дальше, как обычно, пишется уравнение при старшей производной, чтобы была единица, значит, это то же самое уравнение имеет вот такой вид. Если теперь сделать замену переменных в уравнении, вот в этом уравнении сделать замену переменных, ну, значит, появятся вот эти вот А0, тут, соответственно, вместо переменной r. И окончательно, если еще и умножить ну, на единицу, на 0 в квадрате, то вот это уравнение выглядит так, что позволяет дальше определить вот этот параметр размерной длины. Значит, в данном примере, пока, когда он тут введен, он может быть выбран каким угодно. Но вот дальше тут вот видно, что если мы вот обратим внимание на вот этот множитель, он, конечно, безразмерный. Так, и в этом смысле, значит, можно выбрать условия, чтобы это вот такой множитель. Его можно было и десятку посчитать, и там сотни, но, значит, в простейшем случае считается единица, и возникает вот этот вот параметр, боровский радиус. Как видите, боровский радиус возникает автоматически, если вот выбор такой вот сделать, выбор длины такого характерного масштаба для соответствующей системы. Ну, порядка, число вот такое, как вам представлено. А с другой стороны, теперь дальше, вот понятно, что и вот это же вот тоже какое-то безразмерное число. Так? Отсюда можно ввести безразмерную энергию, вот таким вот образом, как тут представлено, так, где вот это e квадрат на А0, если там все эти константы подставлять, то равно 27 приблизительно электронов-вольт. Одним словом, что сделано теперь? Вот если при такой замене уравнения, это дифференциальное уравнение сводится вот к этому уравнению. Вот уже тут нет никаких мешающих обозначений размерных каких-то характеристик. Поэтому в качестве продолжения решения этого уравнения что предлагается сделать? Ну вот там было из графика видно, что вот эта вот энергия, которая нас интересует, что это связанное состояние, лежит в области, которую мы считаем меньше нуля. Поэтому можно эту константу обозначить через какой-то квадрат какой-то положительной величины и знак минус ввести перед этим параметром. Так? И дальше вот это уравнение надо детально изучить, попытаться, так сказать, как же его найти, решение этого уравнения. Ну, прежде всего, видно, что если мы попытаемся найти асимптотику решения при ρ, стремящемся к бесконечности, то останется, естественно, только вот такая часть уравнения, так? И это решение будет иметь
Ну, можно представить в виде общего решения такой суперпозиции, но нам общие решения не нужны, как вы знаете, по квантовой теории. И кроме того, функция должна быть ограничена. Поэтому это вот решение, которое здесь написано, оно не удовлетворяет условиям, которые накладываются на решение уравнения Шрёдингера по принципам квантовой механики. Аналогично прирост, стремящимся к нулю. Значит, главным является вот это вот слагаемое, уравнение асимптотически перейдет, вот это уравнение асимптотически станет такого вида, и можно искать решение этого уравнения в виде ρ в степени какого-то гамма. Подставляя сюда вторую производную, получится гамма на гамма минус единица, значит, равняется, ну, туда эти вот ρ в степени гамма сократятся, и останется, что это равно выражается, это уравнение второго порядка для определения гамма через известный параметр L. Ну и вот эти два решения тут представлены. И опять, значит, нам вот это вот решение нас не удовлетворяет в силу того, что функция должна быть ограничена во всех точках пространства, так, по принципам квантовой механики. Функция должна быть непрерывно, ограничена и однозначна. Функция своих переменных. Все. Таким образом, функцию, которую мы пытаемся найти, она имеет вот такой вид. ρ в степени L плюс 1, вот выбрано вот это L плюс 1, вот эта экспонента затухающая выбрана, и вот какая-то часть еще, все еще пока неизвестная. Что надо вот для того, чтобы найти эту неизвестную часть? Подставляем эту функцию сюда, и после элементарных преобразований находится вот такое вот уравнение для функции u, которое уже видно, что оно похоже на гипергеометрический, на функцию для гипергеометрической функции, если вот эту вот переменную обозначить через новую переменную z, и если это ввести, то тогда вот эти вторые первые производные, которые тут штрихами обозначены, да, уже будут по переменной z, но вот у нас вот тут вот появилось уже то, что требуется в уравнении, а там деля теперь на эти вот множители 4а квадрат на 2 общее уравнение будет иметь как раз ту структуру, которая и определяет решение гипергеометрической функции. Все, ответ для функции u от z вот такой. Значит, L плюс 1, у нас там в уравнении должно быть минус, будет L плюс 1 минус альфа, вот оно, вот этот первый параметр написан, второй параметр, вот он, 2L плюс 2, так, и аргумент это переменная z. А вот дальше нужно увидеть, ну вот, кстати, из того предыдущего там слайда, когда обсуждалась функция гипергеометрическая, видно, что можно установить, что при z, стремящемся к бесконечности, вот эта функция будет вести себя как экспонента в степени 2 альфа ρ. И при больших ρ вот эту экспоненту пересилит, в кавычках. Значит, ну то есть все равно будет экспоненциальный рост. То есть тоже нужно это запретить по принципам квантовой механики. Когда это можно сделать? Это можно сделать только если вот эта функция станет полиномом. А это будет означать, что если мы выберем, например, единица на альфа как целое число, тогда у нас эта функция будет представлена вот таким вот образом. И значит, отсюда мы теперь уже видно, что вот это вот L, которая фиксировалась как от 0 до n минус 1, оно связано вот с этим соотношением, что раз этот параметр должен быть или 0, или отрицательный, для того, чтобы полином был, а не экспоненциальный рост этой функции при больших значениях ρ, то вот этот L соответствующим образом и выбирается, так как было вам объяснено, когда речь шла про результат решений. Ну, теперь опять так все-таки этот вопрос, где же электрон? Ну вот, где хотите. Значит, как хотите, его можете, так сказать, найти в любой точке пространства. Вот такая квантовая теория. Нравится она кому-то или не нравится, но вот, тем не менее, электрон в атоме, в одноэлектронном атоме, так же, как и в многоэлектронном атоме, фактически, с точки зрения квантовой теории, его можно найти в любой точке пространства. Ну вот сама по себе вот эта задача, видите, она не очень, так как сказать, элементарная и простая даже для атома водорода, но тем не менее она позволяет, как я уже говорил, качественно построить, вообще говоря, и объяснить свойства многоэлектронных атомов.